Всем привет! Ну что ж, воронка времени перешла со второй сложности на третью, и теперь все стало заметно интереснее. Босс стал сильнее, требования к командам выросли, а у нас при этом есть одна небольшая проблема — уровень аккаунтов 79. До полноценного повышения уровня нам осталось буквально немного, ап до 100 будет уже послезавтра. То есть сейчас мы оказались в таком промежуточном состоянии, когда сложность контента уже выросла, а наши возможности все еще не успели вырасти вместе с ней. Поэтому сегодня я хочу показать вам именно временные решения, которые можно использовать прямо сейчас, не дожидаясь 100 уровня. Разбирать будем две команды. Первая — это яд, и вторая — это неустрашимость. Посмотрим, как они чувствуют себя уже на третьей сложности воронки времени, что пришлось поменять после усиления босса и какие решения сейчас позволяют продолжить нормально играть даже на 79 уровне. Сразу напомню, коды моих актуальных команд вы всегда можете найти в моем Telegram и Discord сервере. Я стараюсь держать их там в актуальном состоянии, поэтому если вам нужен именно код команды, без необходимости искать его по ролику, обязательно заходите. Ссылки на Telegram и Discord находятся в описании под видео. И сегодня давайте еще немного увеличим ставки. Прошлое видео уже начало прям такие мощные обороты набирать, поэтому в этот раз я разыграю не один промокод и даже не два, а сразу 3 жирных промокода. То есть победителей будет трое. Также результаты розыгрышей я выложу уже в следующих своих роликах. Я случайным образом выберу 3 человек среди комментариев под этим роликом, и каждый из них получит свой промокод. Условия максимально простые: поставить лайк этому видео, быть подписанным на канал и оставить комментарий под этим роликом. Можете, кстати, написать, какой командой вы сейчас бьете воронку времени, ядом, неустрашимостью или вообще чем-то другим. Так что шансов на победу в этот раз будет в 3 раза больше. Ну и теперь давайте переходить непосредственно к командам и смотреть, что можно сделать на третьей сложности уже сейчас, пока мы все еще на 79 уровне. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. В совокупности получилось у меня сегодня набить 19,6 миллиардов. Зачастую это благодаря именно команде яда. Также если рейтинг глянем, тут ребята еще особо, я так понял, команды не меняли, потому что бьют одного саппорта. Кстати, если сравнивать со вчера, то у меня урона вышло больше. Я вчера столько не бил, хотя жил до конца. Это все благодаря одному герою, кстати, очень удивил, и мы его рассмотрим тоже. Тут у нас, кстати, уже сообразил, молодец, молодец. Так, ну и давайте уже приступим к разбору моих команд. Максимальное, что смог набить неустрашимостью, это почти 8 миллиардов, и то очень тяжело, Маштур сдох. Обычно они вообще не доживают до конца, и то приняты были такие решения, что я полностью вообще ушел в защиту, и благодаря этому я вообще смог дожить. До этого я кое-как набивал там 6, и то если проколо. Постановку не менял, хотя в принципе чуть-чуть поменялось. Я сюда сместил Пульвиду, потому что у нее просто больше защиты. Я ее делал так. Сет на скорость атаки уже все убрал. Сейчас он не прокатит. Нам нужны именно мощные такие дефы. Поэтому Кульвида будет пока что вот так. Тут тоже бронька теперь на защиту. Здесь оставил на атаку. Но в принципе, если была бы у меня с этого сета на защиту, то я тоже поставил бы, наверное, на защиту. Руна тоже теперь на защиту у меня здесь. Получается, бафаем Маштура. Кстати, его я тоже переодел, поставил на щиты, мифик. Кстати, у меня бронька была на точность, но одел на УЗ хорошим проком на точность. 170 тут, в принципе, хватает, и вот этот сет пришлось возвращать. Все, таланты вот такие. Женьку не трогал вообще. Она у меня таки осталась полностью в урон. Настенка. Тут все, конечно, печально. Как она еще без пробуждений, и очень, вообще очень тяжело здесь. Бронька осталась на атаку, но если бы была на защиту, поставил бы именно на защиту. Как я, допустим, сделал это с перчаткой, потому что она очень быстро откисает здесь. Вот, поэтому как-то так. Руна тоже на защиту. Прям, ну, очень ей здесь тяжело, очень. И Сельва. Тут, в принципе, кукольник я оставил, все сделал на защиту. В принципе, особо ничего не менял, только шмотки чуть обновил, там, где больше именно проки на защиту. Все, больше вообще ничего не менялось.
Тайминги тоже я не менял, тайминги остались старыми. Как все было, так все и осталось. Вообще без изменений. По неустрашимости, в принципе, все. Самое интересное, это у нас следующая команда. Это команда Яда. Доживают до конца, в принципе, вот при таком составе. 12,3 получилось набить. Но у меня тогда еще неустрахи были не настроены, поэтому общий урон не такой, в принципе, как сейчас на данный момент. Сейчас у меня чуть побольше за счет именно неустрашимых. Да, обратили внимание, врывается у нас здесь Стега Моффин. Причем я этой командой вчера на второй воронке столько не бил. То есть по факту получается, если бы я еще вчера поставил бы его вместо Сакридеи, то урона было бы больше. Потому что вчера я бил 10 вообще с копеечкой, это маленькой. Сегодня мы бьем уже 12. Это с учетом, что я пожертвовал атакой, я ушел в защиту, чтобы здесь жить. Вот, то есть на вчерашний день статы были бы больше. Давайте сразу с него и начнем, как он вообще одет здесь. Делаем его в атаку, ставим ракушку по-любому. Тут на защиту бронька, ну пусть пока она здесь и остается, когда руна откроется, то, конечно, я сюда воткнул бы на атаку. Потому что ему как бы тоже надо жить, тут прилетает больно. Тут, соответственно, на атаку. Шмотка на бессмертие. Это не факт, что она сработает, но просто пусть стоит. На всякий случай, мало ли. Возможно, когда-нибудь это нас спасет. И шмотка по-любому на перепроверку дебафов. Тоже обязательно. Таланты средний ряд. И давайте сразу по поводу пробуждений, чтобы вы не думали, если у вас там пятого нету, то они не будут жить. Нет, все не так. Допустим, пятая пробуда дает количество случайных целей увеличивать до 5. То есть 3 нам в принципе достаточно, потому что нам главное 3 яйца задеть. И скорее всего он будет шмалять именно по ним. Нам из такого, знаете, прям назовем это критично, да, это именно второе пробуждение, это сокращение интервала. То есть за счет чего мы вообще здесь хилимся. От стега главное вообще просто присутствие его, чтобы срабатывала пассивка. Все, то есть союзники будут наносить урон врагу и будем восстанавливать все 100% от атаки себе здоровье. Атака именно стега Моффина. Вот поэтому желательно делать его в атаку, но не забываем про защиту, чтобы мы не умирали. И эффективность лечения, соответственно, повышается на 10% за каждое ослабление. Ослаблений тут куча, поэтому хил тут очень хороший от него идет. Вот, и в чем у нас суть второго пробуждения, это то, что базовый интервал у нас раз в 6 секунд. На втором пробуждении, соответственно, будет раз в 5 секунд. Все, дальше тут уже идут статы, точность. Ну и боевой будет, соответственно, по 5 бить. Вон детокс, допустим, бьет, у него второй, то есть ему этого достаточно. Без пробуд, ну, будет, да, хила меньше, но придется тогда просто команду сделать более именно в защиту. Уйти, потому что, сами видите, у меня некоторые вещи там на атаку, там еще где-то на атаку. Вот их можно будет заменить на защиту. Опять-таки это все временно, потому что буквально 2 дня потерпеть и уже будет все намного проще. Это что касается стагомов. Также талантик, он нам чисто апает именно лечение. Плюс вот этот талант, лечение от атаки, а мы и так, в принципе, на атаку идем. Тут есть еще уменьшение урона. Если мы все именно с дальними атаками, у нас как раз все дальники, поэтому идеально этот талант заходит. Ну и тут тоже, короче, все у нас на лечение. Идем дальше, давайте сразу рейту рассмотрим. Рейту я переодел, теперь у нее шмотка. Тут, конечно, желательно бы на УЗ, но у меня ее нету. Все остальное я и сделал на хп. Также донатный артефакт на ней. Точности, ну, маловато, но можно побольше, конечно. Тут штраф атаки прокол почаще. Вот, с рейдой все просто. Главное вот этот сет одеть. И если есть перчатка, то, конечно, на УЗ, чтобы хил был больше. Все. И вообще по тому, как проходит бой. То есть, на удивление, все стоят вообще хорошо. Даже бедный лавкач, которому постоянно у нас прилетает. Единственное, кому больновато, это именно Стагомоффин. Потому что он у нас в основном именно в атаку. Дефа у него мало. Поэтому, если, допустим, вот эту броньку я уберу, то будет, ну, как-то печальненько. Ну и давайте сразу ловкача разберем. Он у меня в сете кукольника, и тут у меня на атаку бронька, но, конечно, хотелось бы на защиту, но каким-то чудом он живет, поэтому ладно. Перчатка здесь на защиту. Потом, конечно, в идеале, когда сложность уже останется прежней, а уровень будет 100, конечно, это все можно поменять. Ну и в допах чисто атака, защита я ловил. В принципе, стоит до конца, хотя до этого любил умирать. Руна на защиту, то таланты вот эти. Вич у меня теперь раздает точность. Все ему на точность дал. Клык оставляем, с клыком больше всего урона. Тут защита, хотя проблем у него с выживаемостью вообще нету.
Но так как он ничего не раздает здесь у меня, поэтому как бы смысла нет ему тут старты выкручивать. Лучше сделать уже упор именно на выживаемость и все, чтобы он спокойно стоял, чтобы никакого фейла не было. Все, поэтому броньку тоже на точность ему поставил. Потому что на этом боссе, в принципе, 192 точности нужно. Это уже немало, причем рун у нас нет. У меня, допустим, на змее всего лишь 40. То есть мне не хватает прям очень много. Несмотря на то, что пассивка там режет, да, 35%, но, блин, 40 это очень мало. Со всеми этими порезками, с бонусом даже вот 50 от связи стихий. Ну, допустим, тут у меня 90, да. Вич раздаст 26, итого 116. То есть, ну, все равно маловато, маловато. Даже с учетом того, что будет порезка. То есть, точности нужно побольше, чтобы стабильно яды вешались. Вот, в принципе, героев разобрали. Также расстановка, соответственно, вот такая. Ну и тайминги. Тайминги использую именно вот такие. Если кого-то смещать, то у меня получается урона меньше. То есть тут лучше ничего не выдумывать. Именно вот такие, как есть, пробовать ставить. И с ними урона выходит больше. То есть я пробовал двигать и серпу пораньше, и твича с ловкачом. И как бы нифига урон не растет. Именно вот так выходит у меня лучше. И штрафы стабильно висят, и разлом, и так далее. Поэтому тайминги ставим именно вот эти. На этом, в принципе, все. Вот такие временные решения у нас получилось сделать для третьей сложности воронки времени. Как видите, несмотря на то, что босс уже стал заметно сильнее, а мы еще все остаемся на 79 уровне, играть, в принципе, и закрывать этот контент можно уже вполне сейчас. Да, это пока не окончательные варианты. Главное здесь понимать, что буквально послезавтра мы получим 100 уровень. И после этого ситуация уже должна заметно измениться. Появятся дополнительные возможности для усиления команд. И тогда уже можно будет нормально пересобирать составы именно под новую сложность, а не пытаться выжать максимум из переходного состояния аккаунта. Поэтому сегодняшние команды яда и неустрашимости я бы воспринимал именно как рабочий временный вариант, а уже после повышения уровня будем смотреть, насколько сильно получится улучшить результат и какие команды в итоге окажутся наиболее эффективными на третьей сложности. Еще раз напоминаю, что все актуальные коды команд я выкладываю в Телеграме и в Дискорд канале. Так что если хотите быстро забрать состав, посмотреть обновленную версию команды или просто судить воронку времени с другими игроками, ссылки на обе площадки находятся в описании. И не забываем про сегодняшний конкурс. В этот раз будет сразу 3 победителя. Я случайным образом выберу 3 комментаторов, и каждый из них получит жирный промокод. Для участия лайк, подписка на канал и любой комментарий под этим видео. Обязательно напишите, как у вас прошел переход на третью сложность воронки времени. Стало намного тяжелее, какие команды сейчас используете, и удалось ли вам уже найти какой-нибудь интересный временный вариант до повышения уровня. Будет интересно почитать и сравнить результаты. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал, чтобы не пропускать обновленные команды уже после 100 уровня. С вами был Infernal Legend. Увидимся в следующих роликах. Пока!